Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. В прошлом уроке мы разобрали, как сделать крой на диванный модуль. В этом уроке мы сделаем крой для сидения атаманки. Мы вставляем нашу оболочку у сидения атаманки. В проект вставляем сиденье диванного модуля. И редактируем его. Сдвигаем переднюю часть, чтобы нам было видно весь крой наш. И начинаем изменять размеры наших деталей. Увеличиваем верхнюю часть на разницу. Также мы увеличиваем переднюю часть наших боковин. Делаем еще одну полоску для низа. Убираем предыдущие швы. Уменьшаем нижнюю часть переда. Заморозим переднюю часть, заднюю часть, чтобы у нас никуда не слетел крой. Производим симуляцию. Здесь мы видим, что у нас сшита нижняя часть. Вот как раз вот этот шов мы сейчас убираем. С одной стороны и с другой. Производим симуляцию. Все, у нас крой встал на место. Разморозили детали и поправляем немного крой. Тут у нас на передней части существует давление, поэтому так вытягивается. Дальше увеличиваем нашу нижнюю боковину и добавляем 10 миллиметров и делаем внутреннюю линию для сшивания канта. Добавляем точки. Уменьшаем боковую нижнюю часть. Копируем. И производим сшивание.
Производим симуляцию. Все, поправляем наш крой. Выделяем все, убираем давление. Прибавляем смещение кожи на 5 мм. Нижние части делаем давление в минус, чтобы они у нас прижались к нашему аватару. Поправляем наш крой. Здесь ставим на метке булавочку на аватар, чтобы у нас углы не съезжали. Выправляем крой. Выделяем все детали и делаем ячейку меша 10 мм. Добавляем еще булавку. Замораживаем боковины и низ. Производим симуляцию уже с давлением верхней и передней части. Смотрим напряжение. Напряжение по верху и по бокам у нас отсутствует. Размораживаем наши детали. Как мы видим, у нас большое давление. Чуть уберем. Все, сохраняем как сиденье атаманки.